Да кому я нужен? Я же обычный человек. Это самая опасная мысль, потому что в разработку попадают не только политики, журналисты или активисты. В разработку попадают и обычные люди. И почти всегда узнают об этом последними. Самое сильное оружие оперативной разработки – это ее невидимость. Пока человек уверен, что живет обычной жизнью, его уже изучают. Собирают по кускам, фиксируют связи. Смотрят окружение, строят карту контактов. Он еще ничего не подозревает, но работа уже идет. Я знаю эту механику изнутри, но сегодня речь не обо мне. Сегодня я покажу вам путь целиком. От первого сигнала до уголовного дела. От фотографии в социальной сети до стука в дверь в 6 утра. И самое важное. В середине этого пути происходит момент, который большинство людей вообще не замечает. Именно тогда наблюдение превращается в управление. Когда вы увидите этот момент, вы поймете оперативную разработку совсем по-другому. Начинается все с сигнала. Информация изнутри среды, либо сигнал по цифре. Человек попал в поле зрения активности или через мониторинг сети интернет. Дальше мероприятие по установке и оценке. Кто этот человек? Что собой представляет? Стоит ли им заниматься? Собирается первичная картинка, и если объект перспективный, заводится дело оперативного учета. С этого момента человек уже не просто гражданин. Он позиция, по которой ведется работа. А теперь на живом примере, чтобы вы видели не схему, а как это идет вживую. Представьте парня. 20 с небольшим, работа, друзья, кофе по дороге утром. Мемы в телефоне. Обычная жизнь. Однажды он надевает футболку с оппозиционной символикой, делает фотографию, выкладывает ее в соцсети. Через час забывает, на этом для него история заканчивается. Для системы только начинается. Через неделю появляется первая запись. Через 2 недели появляется круг общения. Через месяц маршруты, привычки и окружение. Через несколько месяцев оперативники знают о нем больше, чем большинство его знакомых. Сам он по-прежнему уверен, что ничего не происходит. А потом происходит обыск в 6 утра. И между этой фотографией и этим стуком в дверь лежит весь процесс, который мы сейчас разберем по шагам. Оперативник заводит на объект оперативное дело учета и начинает оценку. На странице в соцсетях фото футболки с оппозиционной символикой, снимки с протестных акций, посты в оппозиционной тематике. Вывод первый. Человек оппозиционных взглядов может быть активист. Объект подтвержден. Дальше глубже. И вот что важно понять. Основную работу за систему делают сами люди. Сегодня человек выкладывает о себе максимум, где учился, где работает, кто друзья, кто родственники. Где был вчера. Весь круг общения выложен добровольно в открытый доступ. Подключает участкового, простой опрос по соседям. Когда объект дома, во сколько уходит, с кем живет, какой образ жизни. Рутинные мероприятия. И они дают распорядок жизни без всякой техники слежки. За несколько дней о человеке известно больше, чем знает его коллеги, а он по-прежнему ни о чем не догадывается. Человека изучают, собирают информацию, смотрят связи. Большинство людей думают, что на этом оперативная работа и заканчивается, но именно здесь начинается самое важное. И вы должны здесь понять, что такое разработка, а что такое наблюдение и первичная проверка. И что такое оперативная игра и контроль, и чем это все отличается друг от друга. Потому что серьезная разработка – это не просто наблюдение за объектом. Наблюдение отвечает на вопрос, что происходит. Разработка же отвечает на другой вопрос. Как сделать так, чтобы происходило то, что нужно системе. И вот здесь появляется оперативная игра. Среду не наблюдают, ею управляют. Но здесь ее важно не путать с провокациями. Провокация – это толчок к одному конкретному действию, чтобы слепить состав. Оперативная игра шире и тоньше. Человек внутри среды задает ее динамику, подбрасывает идеи, направляет в нужную сторону. Удерживает инициативу. Выводит на поверхность тех, кто радикальнее. Среда думает же, что она движется сама, но на самом деле ее ведут. И вот вывод, ради которого стоит это понять. То движение и люди, которые позже войдут в сводку как угроза, нередко во многом сформированы изнутри, теми, кто их и ведет.
Среду сначала раскручивают, а потом по ней отчитываются. Это не теория. Так устроено функционирование организации ФСБ. И вот здесь многие выдыхают и думают, ну ладно, активистов ведут, а я-то при чем? Не переключайтесь, следующая работает по каждому, у кого есть телефоны близкие. То есть по вам. Параллельно идет работа по человеку, и тут ищут не просто информацию, ищут рычаги. Родственники в силовых структурах или, возможно, в госсекторе, близкие или друзья на бюджете. Кто-то учится, возможно, в институте, у кого-то родственники или друзья или близкие сидят в тюрьмах. Каждая такая деталь – это точка давления. Человека редко ломают в лоб, его ломают через тех, кто ему дорог. Намек, что у близкого будут проблемы, угроза увольнения, угроза ареста. Все это рычаги, чтобы склонить к сотрудничеству. А наблюдение – тут сюрприз, который ломает киношную картинку. Наружку с машинами или людьми, которые будут ходить по вашим маршрутам, почти не выставляют. Дорого и не нужно, потому что слежку человек носит с собой сам, в кармане, это телефон. По нему оперативники понимают места притяжения, маршруты, где бывает, во сколько с кем пересекается. Сложите это со взглядами, распорядком и кругом из соцсетей. И перед оперативником уже не страница в соцсетях, изначально с которой все и началось, а живой объемный человек, разложенный по полочкам, без единой машины наружки. Теперь про реализацию. То, ради чего все собиралось. Здесь работают по ошибкам человека и по его кругу. Сначала собранное превращает в документ, например, кто печатал агитки, кто готовил акцию, кто что сказал. Из живых людей собирают справки, это основа будущего дела. А если состава на посадку мало или недостаточно, включается вторая стратегия. Внутри службы ФСБ она звучит коротко: не посадим, так развалим. Если группу нельзя закрыть, ее уничтожают изнутри. Стравливают лидеров, раскалывают на фракции. Доводят до того, что люди сами разбегаются. И добавьте сюда ваши же ошибки. Сегодня достаточно написать что-то резкое или крамольное. И формально уже есть повод. Осуждение войны трактуется достаточно широко, и человек не замечает, как оказывается под делом о дискредитации армии. За обычный разговор. А если прямого повода нет, его создают. Подводят к нужному разговору и фиксируют. Вот так из фотографии в футболке с оппозиционной символикой и вырастает уголовное дело. И тут возникает логичный вопрос. Посадить — это самоцель? Нет. Реализация не всегда суд. Уголовное дело лишь один путь. Есть профилактика, дать понять, что все известно, чтобы человек остановился и сам бросил оппозиционную деятельность. Есть давление, использовать собранные уязвимости для получения информации. И есть вербовка, превратить объект в источник. Часто человека не сажают, а делают своим. Поэтому запомните главное. Цель разработки — это не просто наказание, цель управления человеком. Тюрьма, развал среды, вербовка, запугивание — это просто разные способы получить контроль. Теперь честно про пределы, чтобы вы не ушли в паранойю. Не каждый под разработкой. Полноценная разработка — это ресурс, санкция, отчетность и, конечно же, время. На всех подряд ее не хватает. И просто так человека в нее не берут. Если человек ничем не выделяется по определенным критериям, скажем, не занимается активизмом, журналистикой, не обладает доступом к определенным ресурсам или информации, прицельно им, скорее всего, никто не займется. Но здесь нужно четко осознавать, что даже если вы ничем таким не занимаетесь и в принципе не интересны, то не факт, что этим не занимаются ваши друзья, родственники или близкие вам люди. И именно так вы можете, сами того не подозревая, стать объектом разработки или наблюдения, а возможно и частью даже оперативной игры. Но есть еще одна важная вещь, это оговорка. Пассивный сбор информации сегодня активно ведется, и он на сегодняшний день стал почти бесплатным. Телефон, соцсети, цифровой след копятся и без отдельной разработки. Материал накапливается, даже если делом человек пока не стал. Это не повод для страха, это повод понять, сколько вы информации о себе отдаете сами, а самое главное, кому и как ее потом используют государственные структуры.
Что же со всем этим делать? Без паранойи в рамках закона. Первое. Вы сами главный источник на себя. Круг, распорядок, взгляды. Все это выложено добровольно. Меньше выложено, меньше материала. Второе. Телефон. Это наблюдение, которое вы носите сами. Маршруты, места связи, все там. Третье. Узнавайте оперативную игру. Если в среде появляется человек, который активнее всех подает идеи, подталкивает к острому, выводит на радикальное, стоит спросить, кому это выгодно. Среда, которая сама собой радикализируется, очень часто ведется изнутри. Четвертое. Через человека давят на близких, а через близких на человека. Вы и ваш круг – это одна мишень. И главное, не давайте страху делать за систему ее работу. Зрячий человек – плохой объект. Им трудно управлять, потому что он видит ходы заранее. Помните того парня с футболкой в оппозиционной символике? В 6 утра к нему все-таки постучали в дверь оперативники. Между этой фотографией и этим стуком не было ни одного его преступления. Был только процесс. Его непонимание этих процессов и его ошибки, которые я вам сейчас показал. Вы должны понимать, что сегодня Россия переживает непростые, достаточно темные времена. Времена репрессий и преследований, которые системно совершает путинский режим. И вы живете в репрессивной среде, свободы все меньше, а репрессии и давления все больше. Поэтому не совершайте ошибок этого парня и думайте, что вы выкладываете в интернете и что вы говорите на улице. Я разбираю эту механику, потому что я видел ее изнутри и знаю, что она держится на одном. На том, что люди ее не понимают. Это и есть моя задача. Не напугать, а показать машину так ясно, чтобы вы перестали быть для нее просто прозрачными. И последнее. Запомните эту мысль. Объект, который уже понял, что он объект, уже плохой объект. И вы только что это поняли. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. До новых встреч. Берегите себя.